Она стояла в тени бетонной стены, держа в руках каску и прижимая ее к груди, как щит. Лена Широкова. Ей было 24 года, высокая, худая, с глазами, в которых еще не погас свет. Она только недавно окончила академию с отличием. Мечтала работать в структурах, где закон не просто слово, а порядок. Она думала, что тюрьма – это про контроль, охрану, порядок и ответственность. Она не знала, что здесь, в этих стенах, живет зло, сырое, вонючее, тупое зло, которое не прячется и не стыдится. Тюрьма, в которую она пришла работать, была старая. Стены облупленные, камеры вонючие, вентиляции почти нет. Здесь было не просто тяжело, здесь было опасно. Но Лена не жаловалась. С первого дня она поняла, что смотрит на заключенных не так, как другие охранники. Она видела в них людей, изломанных, испорченных, но людей. И это было ошибкой, ее ошибкой. Проблема началась с одной обычной ночной смены. Один из заключенных, худощавый парень по прозвищу Тонкий, лежал на полу камеры с разбитым лицом. Лена вызвала дежурного фельдшера, а когда увидела, кто это сделал, остановилась. Это был старший надзиратель Ивченко. Громила с руками, как у медведя, который любит учить зеков. Лена не удержалась и сказала ему в лицо: «Вы не имеете права бить его. Он уже сидит. Он в клетке. А вы кто, зверь?» Ивченко сначала рассмеялся, потом схватил ее за руку. «Ты, деточка, новенькая, а новеньким лучше молчать, особенно таким, как ты». Но Лена не отступила, подала рапорт, указала в нем фамилии, место и время. Она еще не знала, что этим подписала себе приговор. Рапорт, конечно, никто не зарегистрировал, бумагу выбросили, но сам факт, что девочка позволила себе открыть рот, стал скандалом в кулуарах. Ивченко отправил рапорт начальнику тюрьмы, полковнику Журову. Кто разруливал бунты кулаками и плоскогубцами? В молодости он служил в отряде особого назначения, и говорят, что там он научился перевоспитывать заключенных без слов. Ходили слухи, что по его приказу люди исчезали, но доказать ничего не могли. Он был слишком умен и опасен. Когда ему рассказали о рапорте, он промолчал, просто кивнул и сказал одну фразу: «Хочет быть справедливой. Посмотрим, как она справится со справедливостью». Лену вызвали в кабинет поздно вечером. Она не подозревала ничего. Думала, возможно, кто-то отреагировал, но, войдя, увидела за столом не просто начальника, она увидела зверя. В его глазах не было эмоций, только холод. «Вы звали?» – спросила она, стараясь держаться прямо. «Присаживайся», – сказал он, и она села. «Ты, значит, решила поиграть в закон. Я просто написал, как было. Это неправильно избивать заключенных». Он медленно встал, обошел стол, подошел к ней. Лена почувствовала, как напряжение в воздухе стало густым, как дым. «Ты знаешь, где ты находишься?» «В исправительном учреждении номер 17. «Нет, ты находишься в логове. Здесь не работают твои книжные правила. Здесь работает страх и уважение. А ты решила бросить вызов тем, кто кормит тебя и прикрывает твою спину». Он подошел совсем близко. Ее сердце билось так, что казалось, сейчас вырвется из груди. «Хочешь почувствовать, что такое настоящая ночь в тюрьме?» – прошептал он. «Что вы имеете в виду?» Он повернулся к телефону, нажал кнопку. Камеру 5 открыть на всю ночь. Закинуть туда Ширакову. Голос рации засомневался. «Это камера с особо опасными. Там нет камер, как вы приказали». «Именно. Пусть пообщается с заключенными. Пусть они научат ее, как здесь разговаривать». Она не успела ничего сказать. Ее вытащили из кабинета, заломали руки, хотела кричать, но рядом не было никого, только гул коридоров и равнодушные стены. Кор, бывший десантник с пустым взглядом, даже не моргнул, открыл массивную дверь камеры номер 5. Лена увидела тусклый свет и чьи-то силуэты внутри. Вонь жуткая, пот, грязь, немытые тела. «Заноси, закрывай до утра. Без дозора, как приказывал начальник.
Эхом зашло в коридоре, и дверь захлопнулась с грохотом. Все, обратно пути нет. Первое, что она услышала — хриплый смех. «Смотрите, кого к нам закинули!» — прогудел голос из темноты. Перед ней стояли трое. Один массивный, с татуировкой в виде топора на шее. Второй — лысый, с перекошенным ртом и без бровей. Третий — старик, седой и сухой, с пронзительными глазами. Он молчал. «Охранница, значит», — ухмыльнулся лысый. «А что ты теперь без дубинки?» «Вы не смеете?» — начала Лена, но голос дрогнул. «Не смеем», — сказал первый и шагнул ближе. «Здесь мы решаем, что смеем». Лена отступила к стене. Руки сжались в кулаки. Внутри нее бился страх, но и гнев. Она не собиралась сдаваться. Она не из тех, кто плачет. «Первый, кто подойдет, пожалеет», — сказала она, глядя в глаза Борову. Он замер, потом, ухмыльнувшись, сделал шаг вперед. «Я люблю, когда они огрызаются. Стоять!» — неожиданно прозвучал голос старика. «Оба зека, повернитесь!» Старик поднялся медленно. В его движениях не было резкости, но в голосе был металл. «Не трогайте ее! Ты чего, дед? Совсем поехал! Не трогайте!» — сказал Боров. Лысый засмеялся. «А ты что теперь, защитник? Она же мент. Они нас бьют, унижают. Это ловушка. Вы что, не видите? Она слишком молода. Ее закинули сюда не просто так. Они хотят, чтобы мы ее тронули. А потом нас всех сотрудников...» Баров замолчал. В голосе старика была неоспоримая сила. Ее боялись, уважали. Он был не просто зеком, он был паханом. «Не трогайте ее. Лучше лягте спать. Утро покажет, зачем она здесь». Лена села в угол, прижалась к стене, дрожала. Внутри все сжималось. Она не могла поверить, что еще дышит. Она посмотрела на старика. Он подошел, бросил ей плед. «Завернись, ночь будет холодной». «Почему вы это делаете?» — спросила она. «Потому что мы не животные», — тихо ответил он. «А они думают, что мы животные». Ночь тянулась бесконечно. Где-то храпел Боров, лысый крутился на топчане. Старик сидел у двери как часовой. Лена не спала. Ее разум крутился, как в колесе. Она думала о маме, о том, как хотела что-то изменить, о том, как близко оказалась к настоящему аду. Но в этот ад вдруг пришел человек. Утром она услышала грохот ключей. Камера открылась, и в проем вошел он, Журов, в форме, с привычной наглой ухмылкой. Он еще не знал, что за эти часы многое изменилось. Боров зевнул и встал с койки, потянувшись, как будто за плечами у него была просто обычная ночь, а не ночь, когда в их камеру бросили охранницу. Он топал босыми ногами по холодному полу, разминал шею. Лысый сидел, поджав ноги, и нервно перебирал пальцами, а старик все еще сидел у стены, будто не сомкнул глаз ни на минуту. Лена сидела в углу, обхватив колени руками. У нее дрожали пальцы, но она держалась. За эту ночь она поняла одно – страх можно пережить. Он не убивает, он закаляет. Да, внутри все сжималось, и сердце до сих пор билось в горле, но она больше не чувствовала себя игрушкой в руках зверей. В этих мужчинах, которых считали монстрами, был кодекс, странный, но настоящий. «Ну что, девочка?» – проворчал Боров, бросая на нее быстрый взгляд. «Выспалась?» «Не особенно», – ответила она сдержанно. «Оно и понятно», – Лысый засмеялся. «Первый раз в пятый. Все равно, что первый. Раз в аду. Только мы, видишь, уже часть пейзажа». Старик повернул голову к ней. «Как зовут?» «Лена. Ширакова». Он кивнул. «А меня здесь зовут Серым. Или просто Старик. Этих двоих ты уже знаешь». «Знаю», — кивнула она. «Один хотел меня изнасиловать, другой поддержал идею». Боров хмыкнул, но не стал спорить. Он понял, что спорить с ней бесполезно. В ней было что-то, что раздражало и притягивало одновременно. Гордость, смелость или просто наивность, которую давно все забыли.
«Ты ведь не просто так сюда попала», — сказал Серый. «Никого просто так не кидают в пятую, особенно девчонок. Что случилось?» Лена вздохнула. «Я подала рапорт. Один из ваших был избит охранником. Я посчитала это нарушением». «Рапорт?» — Лысый прыснул. «Ты серьезно думала, что кому-то до этого есть дело?» «Я думала, надеялась. Все равно что-то должно было измениться». Серый покачал головой. «Здесь ничего не меняется. Это тюрьма, как гниющий зуб. Можно полоскать, но пока не вырвешь, будет вонять. А ты чего хотела добиться? Чтобы все стали добрыми? Чтобы начальник тюрьмы начал каяться? Я хотела, чтобы хоть кто-то понял. Нельзя превращаться в монстров, даже если работа тяжелая». Наступила пауза. Даже Лысый замолчал. В этих словах было что-то до боли простое, почти детское. Именно это ударило сильнее всего. Они смотрели на нее не как на охранника, а как на человека, которого еще не сломала система. Серый встал, подошел к ней, присел рядом. «Послушай, Лена, здесь ты чужая. Даже если ты с благими намерениями, они тебя не спасут. Эта система работает по своим правилам. А Журов не просто начальник. Это вонючая гниль, которая пускает корни в души. Он не просто хочет наказать тебя, он хочет, чтобы ты перестала быть собой. Поэтому он бросил меня к вам. Именно он хотел, чтобы ты вышла отсюда другой, ломленной, запачканной, чтобы на тебе было клеймо, чтобы ты знала, закон тут не работает. И вы не сделали этого. Почему?» Серый посмотрел ей в глаза. В его взгляде была боль и что-то еще. Тяжесть лет, тюрем, предательств. Потому что я видел, как система ломает людей. Я сам был сломлен, и я устал. Иногда, чтобы остаться человеком, надо поступать по-человечески. Даже если ты, зэк Лысый, вдруг фыркнул. «А может, мы просто стареем?» — огрызнулся Серый. «У тебя мозгов осталось меньше, чем зубов», — усмехнулся Боров. В этот момент камера больше напоминала комнату отдыха, чем логово хищников. И вдруг Лена почувствовала спокойствие. Она сидела в самой опасной камере, но ей было спокойнее, чем в коридоре, где шастали те, кто носил погоны и форму. «А ты думала бежать отсюда?» «Неожиданно? Бежать? Ну вообще уволиться, плюнуть на все?» «Да», — честно сказала она. «После сегодняшнего ей хотелось бы». «Правильно», — кивнул Лысый. «Потому что если останешься, тебя сожрут». Серый покачал головой. «Или, скажем так, она останется и станет тем, кем мы не стали. Тем, кем когда-то хотели быть. Опять твои сказки», — проворчал Боров. «Нет здесь героев. А нас — исключение. Пока. Если ее не сломать». Лена молчала. Но в сердце у нее зажегся огонек, едва заметный. Она поняла, что выбрала этот путь не зря. Пусть мир вокруг сгнил, но если она сдастся, то все было напрасно. В этот момент в коридоре послышались шаги. Тяжелые, уверенные, стук сапог. Тишина повисла в камере. Серый встал. Лена тоже. Она знала, кто идет. Сердце снова забилось частыми ударами. Боров щелкнул пальцами и отодвинулся в сторону. Все заняли места, как будто сцена была подготовлена заранее. Дверь открылась с резким скрипом. На пороге стоял полковник Журов в форме, с медалями, с лицом победителя. В его глазах блестело торжество. Он шагнул внутрь и осмотрел всех, как мясник перед разделкой. «Ну что, как ночь?» Его голос был приторно-язвительным. Лена сжала губы и не ответила. «Ты молчишь, значит, понравилось». Он хмыкнул и подошел ближе. Серый вышел вперед. Журов остановился. Он не ожидал, что кто-то из заключенных посмеет назвать его без званий. «Кто ты еще такой? Ты знаешь, кто я такой. И я знаю, кто ты. Ты мне угрожаешь. Я скажу, что если ты сейчас не отступишь, ты проиграешь». Журов рассмеялся. «Ты в клетке, старик. Ты
Никто. Я щелкну пальцами, и тебя унесут в мешке». Серый подошел ближе. Лена не верила своим глазам. Старик стоял напротив самого страшного человека в тюрьме и не дрожал. «У меня есть письма, свидетельства, имена, даты о том, как ты пытал людей, как издевался над малолетками, как делал вид, что расследуешь убийства, которые сам же и заказывал. И эти письма уже ушли за периметр». Журов побледнел. Он не ожидал этого. Его взгляд метался. «Ты блефуешь», – прохрипел он. «Попробуй. Арестуй меня, убей». На следующий день эти письма окажутся в руках журналистов, и тогда ты сядешь и знаешь куда. В камеру, к таким, как мы. Лена смотрела на это, как на кино. Ее дыхание участилось. В этом грязном, мрачном, забытом Богом месте произошло нечто великое. Один человек бросил вызов всей системе, не дубинкой, не криками, а правдой. Журов постоял еще мгновение, затем резко развернулся. «Выпустите ее! Переведите, чтобы я больше не видел эту мразь в стенах моей тюрьмы», и ушел. Дверь хлопнула. Серый тяжело выдохнул, повернулся к Лене. «Ты свободна. Почему вы это сделали?» – прошептала она. «Потому что ты напомнила, кем мы были, до того, как стали цифрами на спинах». Лена вышла медленно, не оглядываясь. Только когда закрылась последняя дверь, она остановилась, посмотрела вверх и впервые за долгое время заплакала не от страха, а от силы, от того, что внутри нее не осталось пустоты. Только вера. Вера в то, что даже среди тьмы может появиться свет. А в пятой камере Серый снова присел у стены. Лысый что-то пробормотал. «Думаешь, ее теперь не сломают?» Серый не ответил, только закрыл глаза и прошептал: «Нет, ее уже невозможно сломать. Она человек, и человек сильнее тьмы». Конвоиры шли быстро, грубо подталкивая Лену в спину, словно торопились избавиться от нее. За ними захлопывались одна за другой тяжелые металлические двери. Каждая глотала свет и оставляла все меньше надежды. Лена шла молча, не сопротивляясь. Не задавая вопросов, она больше не верила в слова. Теперь она верила только в действия. Прошло всего 2 дня с утра, когда она вышла из камеры номер 5. Казалось, прошла целая жизнь. После ее выхода Журов действительно перевел ее не в госпиталь и не в отдел внутренней безопасности. Ее назначили в архив, подальше от горячих точек. Она поняла, это было унижение, молчаливое наказание за то, что она не сломалась. Но для Лены это стало передышкой. В архиве пахло пылью, старыми папками и чем-то еще, почти мертвым. В этих стенах никто не кричал, никто не бил, никто не насиловал. Только шелест бумаги, скрежет металлических шкафов и звон ключей. Но именно здесь Лена начала замечать странности. Сначала папки, дела заключенных, которых не должно было существовать. В документах не совпадали даты. Фамилии исчезали, диагнозы заменялись под копирку. Была девушка по имени Татьяна Михайлова, приговоренная за мелкое хищение на 6 месяцев. Но по бумагам она умерла от сердечного приступа через 3 недели после прибытия. Лена помнила ее, молодая, испуганная, но не больная. Затем она нашла дело мальчика. Да, именно мальчика, 16 лет, обвиненного в нападении на полицейского. По видео, которое Лена случайно нашла в архивной системе, видно, что он просто пытался разнять драку, но полицейский с характерной лысиной сам упал, а потом обвинил подростка. Суд длился 3 дня. Приговор – 4 года. В зоне, где отбывают настоящих уголовников. Их было много, слишком много, и все это вело к одному имени – полковник Журов. Он подписывал приказы на этапирование. Он закрывал дела. Он писал запросы в медчасть, после которых люди умирали от приступов. У него была система, машина, работающая без сбоев. Лена поняла. То, что она видела в 5-й камере, это только фасад. За ним скрывался механизм, перемалывающий судьбы. Но это открытие было опасным, и она чувствовала это кожей. Ее стали вызывать в кабинет начальника архива.
Ей задавали лишние вопросы, пытались поговорить по душам, предлагали перевод в колонию на севере. Все под видом заботы. Но глаза тех, кто говорил с ней, были холодные, пустые. Она не соглашалась, просто молчала, делала вид, что сломалась. Пусть думают, пусть считают ее безопасной. Но ночью она копировала дела, записывала имена, перепечатывала списки. У нее появился тайник маленький, за трубой отопления, куда никто не заглядывал. Все это не имело бы смысла, если бы она не знала, что с этим делать. Но на третий день она получила письмо, маленький клочок бумаги, вложенный в папку дела заключенного номер 84, П-83, серый. На нем был только один адрес и короткая приписка: «Если ты готова, найди нас». На 4-ю ночь в архив ворвались не охрана, а люди в черных масках без опознавательных знаков. Ее схватили, повалили на пол, заломили руки. Один из них шепнул на ухо: «Ты рыла не там, где надо, девочка». Затем удар. Все погрузилось во тьму. Очнулась она в подвале. Грязный пол, сырость, гнилые трубы. В глаза бил свет от лампы. Кто-то дышал рядом, голоса были глухими. Она в сознании. Отлично, тогда начнем. К ней подошел человек в костюме без формы. Только значок, который она не успела рассмотреть. Лена Широкова, 27 лет. Бывшая младшая охрана, бунтарка. Слишком много видела, слишком много думала. Ты хотела правду. Ты ее получишь. Только сначала мы вытащим из тебя все, что ты накопала, а then исчезнешь». Он достал плоскогубцы. Другой включил камеру. «Пусть потом скажут, что мы ее не пытали». И тут раздался грохот. Лампочка взорвалась. Дверь с треском распахнулась. В помещение ворвались люди в черном, но не те, что схватили ее. На бронежилетах, нашивки без номеров. Один крикнул: «Всем на пол! Работает комитет!» Началась стрельба. Все закружилось, как в кошмаре. Один из ее палачей пытался достать пистолет, но его ударили прикладом. Руки, чьи-то крепкие руки подняли ее. Голос шепнул: «Живая». Она кивнула или попыталась. «Это мы. От Серого. Ты знала, во что вляпалась, но ты не сдалась. Теперь ты с нами». Ее вывезли за пределы тюрьмы через заброшенный тоннель. Потом черный фургон, пыльная дорога, несколько часов в полной тишине. И вот комната неказистая, вроде подвала, но с лампой, водой и чистой кроватью. Там ее ждал человек, лысый, постаревший, но голос знакомый. «Привет, Лена». Лысый улыбнулся. «Не ожидала. А я тебе говорил, мы – часть системы, только не той. Мы – другая система, та, что выжила внутри, гниль». Серый организовал все еще до того, как сел. Он знал, что однажды появится кто-то, кто не отведет глаза. «Почему я?» «Потому что ты не побоялась. А еще потому, что ты увидела то, чего другие не видели. Теперь ты нам нужна. Что вы хотите от меня?» Он подошел ближе, положил перед ней ноутбук. В нем все. Список офицеров, чертежи тюрьмы, подпольные связи. Мы планируем показать это миру, не просто разоблачить, перевернуть. Это война, это восстание, но не оружием. Мы пустим кровь в системе ее же словами, бумагами, подписями. Она смотрела на экран. А Журов уже чувствует жар, осталось только подтолкнуть. Лена тянулась к клавиатуре. Пальцы дрожали, но в груди был холодный, спокойный, решительный настрой. «Я готова». Через неделю материалы ушли в сеть. Независимые журналисты, блогеры, международные правозащитники. Все было готово. Имен в материалах было много. Но главное – документы, отсканированные, подписанные, официальные. Журова вызвали в столицу. Внутреннее расследование. Но это было лишь начало. Среди заключенных поползли слухи о том, что что-то меняется, что кого-то отпускают, что в 5-ю камеру пришли люди с камерами, а не дубинками. Серый был переведен в закрытую больницу по состоянию здоровья. Но на самом деле, чтобы не молчал, а дожил, Лена исчезла. Официально уволена. Неофициально ее не нашли, но ее подпись стояла под каждым письмом, под каждой строкой, которую опубликовали, а в камере номер 5 снова зажгли свет.
Боров сидел на койке, покачивая головой. Лысый снова чесал затылок. «Ну что думаешь, получилось у нее?» «Получилось», — хрипло сказал Серый, «потому что она человек. А человек, если не сдался, может изменить даже самое гнилое место на земле». Снаружи кто-то крикнул: «Вся смена! На построение! Генеральная комиссия прибыла!» Впервые за многие годы в тюрьме стало тихо. Надежда, как тень за решеткой. Ее не видно, но она есть.